Август в Токио– это когда город просто раскалился. Асфальт горячий, стены горячие, воздух тяжелый, и никуда это не девается. Днем доходит до 34 градусов. И это не цифры, это прям ощущается. Сейчас будний день, и людей здесь заметно меньше. И это, честно говоря, неудивительно. В такую жару Кабукичо просто давит. Вот этот весь бетон, вывески, узкие улицы. Все держит тепло и отдает его обратно. Днем сюда как-то не тянет. Но вечером все равно все оживет. Люди придут, включится свет, и район снова станет самим собой. Я решила пройтись по старым местам. Мы с вами уже здесь были. Хочется посмотреть, что изменилось, и просто снова пройти по этим улицам. Улицы все такие же яркие, люди идут с зонтами, каждый как-то справляется с этой жарой. А вон, кстати, Годзилла сидит, подглядывает. По-моему, он сам в шоке от этой жары, прямо прифигел, замер и наблюдает сверху. Кстати, в этом районе очень много обменников. Если нужно поменять деньги, здесь это сделать проще всего. Вот кинотеатр. Сейчас идут премьеры «Человек-паук», «Миньоны», «Моана». И, что удивительно, никаких толп. Можно спокойно прийти и посмотреть, без очередей. А вот эти бочки, честно, не очень понятно, то ли их только привезли, то ли наоборот увозят. Но выглядит это символично. В такую жару холодное пиво здесь, похоже, вообще главный способ выживания. И, конечно, Кабукичо – это всегда контрасты. С одной стороны, вывески плюс 18, с другой – вот такие милые миньоны в прозрачном яйце. Как будто сами пришли на премьеру своего фильма. Вот здесь, где-то на этой улице, раньше был маленький старенький секс-шоп. Интересно, он еще работает? Да, она даже на месте. Смотри-ка, даже функционирует. Вон как раз мужчина вышел, что-то себе прикупил, видимо, секретное. Ну и да, район, конечно, не самый чистый здесь. Мусор в этом районе обычное дело. Иногда попадаются и вот такие находки. Смотрите, лежит маленький львенок, потеряшка. Такая маленькая мордочка, даже как-то жалко. А вот девочки зазывают в Мейду кафе. Стоят, улыбаются, приглашают. Но как только видят камеру, сразу отворачиваются. Не любят, когда их снимают. Я зашла в игровой центр. В этом районе их очень много. Вот эти автоматы, где нужно щипцами доставать игрушки. Куклы, пледы, всякие мягкие штуки. С виду кажется просто, но на самом деле не так уж легко. Но у меня получалось достать несколько игрушек. Есть люди, которые реально это умеют делать и часто выходят с полными пакетами. А вот и новое здание Кабукичо Тауэр. Давно я здесь не была. Его делали с идеей чего-то вроде фонтанов. Такая струящаяся форма, как будто вверх поднимается. Надо будет как-нибудь зайти внутрь, посмотреть, что там вообще происходит. Ну и, как обычно, наклейки на каждом щитке, на каждом столбе. Мелкие, странные, смешные, иногда откровенно пошлые. И даже русские надписи можно встретить. Вот типичная картина для этого района. Сначала можно зайти в изакаю, перекусить, выпить, потом на массаж, расслабиться, потом пообщаться с девочками и в конце снова куда-нибудь спуститься, закусить шашлычком в подвале. И при этом посмотрите, на улице почти никого, буквально несколько человек. Для Кабукичо это вообще редкость.
Можно немного охладиться, взять что-нибудь холодное, сладкое. А это летние колокольчики Фурины. Очень тихий, приятный звук. Прямо ассоциация с японским летом. И даже двухэтажный туристический автобус, обычно полный, сейчас почти пустой. Ну, а под мостом ничего не изменилось. Все так же лежат бездомные на коробках разложенных. Улица Ссыкунов сегодня тоже не очень многолюдная, но такая же яркая. Такая же яркая и атмосферная. Кстати, посмотрите, какой у меня с собой вентиль. Огромный просто. Вот так я спасаюсь от жары. В это время не все забегаловки открыты. Они в основном открываются ближе к вечеру. А вот посмотрите западный Шинджуку. Мы здесь с вами много раз гуляли. Здесь был огромный торговый центр, который уже полностью снесли, и начали строительство нового, очень высокого здания. Немножко грустно, потому что сейчас здесь абсолютно пустое пространство. Очень много места. И стало видно противоположную улицу, восточный Шинджуку. А сейчас станция больше похожа на большую стройку. Запах бетона, асфальта, каких-то растворителей. Где-то укладывают дорогу, выравнивают. Слышно, как гремят дрели, молотки, падают балки, этот постоянный шум. И ощущение, что ты идешь не по станции, а прямо по стройке, по указателям, по стрелочкам. И все время натыкаешься на эти оградительные конусы. Я сегодня ездила в торговый центр Такашимая. Сделала несколько покупок. И вот сейчас спускаюсь вниз на привычную улицу с красивым видом между высокими зданиями. Яркое голубое небо и башня с часами телефонной компании Докомо. И там, кстати, какая-то стройка. Что-то ремонтируют, вон кран стоит. Вот он, торговый центр, где я только что была. Огромный такой, многоэтажный. И с садом на крыше. На крыше очень красиво, можно сделать интересные фотографии. Не удержалась, зашла в Starbucks, купила себе уже второй стакан холодного капучино. И очень вкусное шоколадное пирожное. Сижу, вентиль обдувает лицо, и я просто любуюсь видом на торговый центр и на башню.